Ну, уже добрый вечер. Рад всех вас видеть на этой площадке. Ну, меня уже представили не раз. Я работаю в компании Parity Technologies. Кто-то из вас знает, кто-то не знает. Мы выпускаем клиент для сети Ethereum, это Parity. Также у нас есть клиент для биткоин-сети. И когда я пришел работать в нашу компанию, это было где-то в самом начале. Была поставлена задача, что вообще такое DevOps, что он будет делать в нашей компании и какие задачи будут стоять передо мной. В последнее время, смотря на то, что подразумевают под DevOps, размещают кучу вакансий, и когда приходишь на место, от тебя что требуется? Ты умеешь делать сайты, ты сисадмин, и ты можешь работать с командой. Но это не DevOps. DevOps это последовательная цепочка, которая выстраивается постепенно между командой разработчиков непосредственных и заканчивая конечными потребителями. Вот где-то посередине находится DevOps, то есть он должен быть и там, и там. И наша цель была поставленная мне. У нас есть команда разработчиков, они сидят, делают код, все прекрасно, но им надо этот код протестить. Этот код потом надо доставить конечному потребителю, посмотреть, как это работает, изучить какие-то ошибки, исправить их и так по кругу. То есть это непрерывная интеграция, это CI, и непрерывная доставка, CD. То есть это одна из основных задач, которые ставит перед собой DevOps и делает это в компании. В нашем случае компания небольшая, но у нас разработка, особенно на первом этапе, прям шла без остановки, и днем и ночью. Причем наша команда большей частью распределенная. Кто-то работает в Лондоне, кто-то работает в Германии, кто-то работает в Москве, кто-то работает в Сибири. И все должны между собой взаимодействовать, все должны видеть, как работает какое-то исправление, какой-то код. И у нас клиент разрабатывается на базе языка программирования Rust. Это очень высокотехнологичный язык, и каждое изменение мы должны были проверить, протестировать, посмотреть, и если все нормально, мы выпускаем бета-релиз. Бета-релиз тестируется уже пользователями. Когда мы не находим уже никаких критических ошибок, мы выпускаем стабильный релиз. Все основные действия у нас происходят обычно в мастер-ветке. То есть работаем мы через GitHub точнее. И нам была необходима высокая частота релизов. Стабильный релиз у нас выпускался обычно так же, ну и сейчас мы следуем этой традиции, как выходит новый релиз языка Rust. Он тоже очень активно развивается, примерно раз в 2 месяца новый релиз. Причем там также мастер-ветка переходит в бету, бета переходит в стейбл, примерно как у нас. Итак, у нас необходима была высокая частота релизов, постоянное тестирование. Очень важный момент – скорость сборки, так как, допустим, добавив какую-то функцию и посмотреть, какой у нас получится результат, порой требуется очень много времени. Вот кто из вас пробовал, работал с Travis CI? Есть такие? Мы от него отказались. Причина, по какой мы отказались. Это чуть-чуть позже. Но здесь я еще дополню по данному слайду кроссплатформенность. Мы ориентировались на Windows, Linux, естественно, и macOS. Ну, про круглосуточную работу я вам уже говорил. Ну и сам процесс у нас на GitHub, он открыт. Каждый может добавить какие-то изменения, дополнения. Все это рассматривается, тестируется и, если что, включается в наш код. Итак, почему мы отказались от Travis?
У Travis есть ограничения для свободных проектов, открытых. Это, во-первых, ограничение по времени сборки 90 минут. На все про все вам дается 1,5 ядра. И когда наш код начал расти, у нас просто физически получалось так, что сборка останавливалась по тайм-ауту. Это нас не устраивало. Опять же, в Travis также присутствует сборка под Mac, но там такие же ограничения. Я говорил то, что нам требовалось Windows, Mac и Linux. Итак, здесь у нас получается, для того, чтобы собрать что-то под Windows, мы использовали AppValor. Ну, там тоже свои ограничения. И по мере роста нашего кода мы столкнулись с такой проблемой, что не можем полностью контролировать весь процесс сборки, тестирования, иногда просто по досадному тайм-ауту. Ну, мы попробовали. Travis CI, Enterprise решение. Там можно было полностью кастомизировать все под себя. Но если вы посмотрите на цену, которую просит Travis CI, то там несколько тысяч в год долларов. Для небольшой команды это достаточно серьезная статья расходов. Опять же, те же лицензионные сборки, если мы их будем собирать на своем оборудовании, это надо купить отдельные сервера, установить на них лицензии под Windows, Visual Studio. Далее под macOS там не только должен быть лицензионный купленный софт, но и все сборки должны проходить именно на железе от Mac. В общем, получается, что очень большие расходы, если все это делать самостоятельно на своем железе. Лицензии. Ну, про лицензии я только что упомянул. Это один из немаловажных факторов, который повлиял на наши дальнейшие исследования. Итак, что мы попробовали? Travis CI мы пробовали, AppValor мы пробовали, Jenkins всем известен, тоже пробовали. Drone CI рассматривали еще пару малоизвестных, не рассматривали создание собственного CI и CD, потому что это было затратно и долго по времени. Ну и в итоге наткнулись, попробовали GitLab CI. Опс. Итак, все могут зайти, посмотреть, попробовать. Это также открытый продукт, который предлагает не только решения на своих серверах, но вы можете установить свою реализацию, полностью ее настроить, и нам это очень понравилось. Так, наши задачи были, во-первых, связка язык Rust, веб-интерфейс у нас построен на Node. Соответственно, все это объединяется, изменения публикуются на GitHub. Дальше у нас идет взаимодействие с нашим сервером, на котором установлен GitLab. И в итоге мы получаем наш клиент, готовые бинарники. Так как GitLab, помимо того, что он также работает с репозиториями, как и GitHub, он еще предлагает нам непрерывную доставку. То есть мы можем настроить те продукты, которые нам необходимы, при помощи раннеров. Что такое раннеры? Это могут быть докер-контейнеры, это могут быть shell-окружения. То есть мы делаем сценарий примерно похожий на Travis CI, и все это выполняется на тех машинах, на которых установлены наши раннеры. Мы их привязываем к нашему серверу, и по мере того, как код изменяется
на GitHub. У нас идет далее синхронизация. Здесь пришлось, конечно, поработать, создать скрипт, который будет постоянно обмениваться с GitLab, так как это, скажем, две конкурирующие фирмы, готовых решений нет. Но вы можете посмотреть у нас в репозитории и найти то, как мы это делаем. В принципе, Git Pull, Git Push, Origin, и все работает. Итак, мы арендовали на хостинге Hetzner несколько dedicated Linux серверов. Цену вы видите. Арендовали также Windows, macOS, готовые уже с лицензией. На них мы запускаем свои раннеры. И далее. В принципе, что нам осталось сделать? Настроить наши контейнеры, чтобы код выполнялся в докер-контейнерах. Это непосредственно все сборки под Linux. Раннеры, которые у нас запускались на Windows и на macOS, соответственно, работали как shell-скрипты, то есть, в принципе, непосредственно в окружении машины. И в итоге мы получали готовые бинарники, которые тут же публиковались на нашем сайте. Итак, что я вам могу посоветовать? Если у вас небольшая компания и вы планируете разрабатывать продукты, особенно если это продукты кроссплатформенные, попробовать для себя открыть GitLab. Во-первых, это очень удобно настраивается. Практически нет никаких проблем с расширением. Когда вы добавляете новый продукт, у вас уже практически все необходимые образы и прочее уже размещены. Вам только надо подключать очередной репозиторий и далее собирать. В случае необходимости, покупаете еще пару серверов для ваших раннеров. Можете раннер запустить на своем ноутбуке, допустим, и он будет у вас тут же работать локально. Итак, в итоге общие расходы у нас на инфраструктуру минимальны, скажем так. Высокая сборка, скорость сборки, так как мы арендуем сервера по 8 ядер, по 32 гигабайта оперативки с SSD, в среднем время сборки около 20 минут. Время тестирования еще 20. Хотя я начал разговор с того, что в Travis у нас не хватало 1,5 часа для того, чтобы собрать даже просто. И то, что мы ставили, какие цели перед собой, в принципе, мы их для себя решили. Итак, если кому-то будет интересно, как это работает непосредственно в нашей компании, вы всегда можете зайти к нам на GitHub, посмотреть коды, которые мы используем, посмотреть, как у нас строятся, размещаются образы. И, соответственно, обращайтесь за советом, всегда готов помочь. Спасибо. Денис Солдатов, спасибо большое за доклад.